Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог, в котором я покажу некоторые свои рукодельные покупки, а также покажу, расскажу и в целом мы с вами поговорим о хранении. И начнем мы с покупок, их не так много. Вот такие бусины, они натуральные, деревянные. Очень мне понравилось качество и тем, что у них большое отверстие, и использовать я их как раз-таки собиралась для вязания и вязания крючком. То есть мне надо, чтобы в эту бусину проходил крючок. Довольна покупкой. Кстати, все, что вы сейчас увидите в этом видео, все я заказала на китайском сайте Тему. И это никакая не реклама. Я всегда говорю о том, что никаких ссылок на товар я не даю. Я показываю, если вы хотите это заказать, делаете скрин экрана, то есть фото экрана. Заходите в приложение и вот так, там, где поисковая строка, вот сейчас на экранах вы это видите, такой значок фотоаппарата. Туда загружайте фотографию, и вы найдете этот товар. Сейчас я показываю уже вторые бусины. Их меньше, но они, посмотрите, какие красивые. Они тоже мне очень понравились. Покажу поближе. Они разные. Их можно также скомбинировать с теми первыми, которые я вам показала, и также отдельно. Я еще не придумала, но мне кажется, отдельно их нужно от тех использовать. Ну, когда буду что-то с ними делать, обязательно покажу. Кстати, цены на все товары, на любые товары, опять же, зависит от того, в какой стране вы находитесь, а также как часто вы у них заказываете. Постоянным клиентам они предлагают хорошие скидки, разные там ваучеры. Ну, в общем, я, опять же, повторюсь, я не рекламирую, я сама пользуюсь и вам показываю. Далее. Вот такой клей взяла впервые, но часто видела его у рукодельниц. Они его хвалили и рекомендовали. Но как только я сделала заказ, и он еще ко мне не пришел, представляете, я попала на эфир в ТикТоке к одной из вязальщиц, где она говорит, что приклеивала глазки этим клеем, и со временем он пожелтел. Ну, то есть, если пользоваться, то там, где его будет точно не видно. Я не знаю, еще не пробовала. Если вы таким клеем пользуетесь, то напишите, мне очень интересно. Ну, потому что это у нее так как-то единично или это так у всех. Следующий заказ вот такие прекрасные ножницы. Опять же, часто видела их у разных рукодельниц в плане того, что и у вязальщиц, и у вышивальщиц, ну и у швейников, конечно же. А, Они мне попались в скидке, в акции, мне их Тему подкинул. Ну, и я также не удержалась, и к ним в набор, ну, они в таком в одном стиле, в бронзовом заказала, еще и шила. Немножко отличаются по оттенку, но в целом неплохо. Шила также прекрасного качества, покупкой довольна. Также я решила вот такими небольшими маленькими ножничками заменить некоторые из моих кусачек, которые меня не устраивают по качеству. Так, следующая моя супер покупка. Я смеюсь, потому что, ну, вы дальше поймете. Это вот такие небольшие леечки. Их 4, но на самом деле мне нужна была одна. Одну я не нашла. Было в комплекте либо 2, либо 4. Но 2 стоили дороже, нежели 4. Поэтому, ну, смысл переплачивать. Я заказала 4, пускай будут. В надежде, что они мне, ну, подойдут. Дальше поймете, сразу забегая наперед, но не очень. Еще один вот такой бокс. Это как раз-таки к теме сегодняшнего, к основной теме сегодняшнего видео — хранение. Вот такой органайзер с вот такими, а, я даже не знаю, карабулечками. Но они такие крошечные, такие классные, очень удобные. И также они там бывают разного размера. Я чуть позже закажу еще, потому что когда вот я покажу, как у меня все сохраняется, вы поймете. Но я взяла такие маленького размера. В принципе, на один пакетик бисера вполне
достаточно, а я их и, собственно говоря, покупала для бисера. Также можно, конечно же, хранить в них фурнитуру. И на этом мои покупки и распаковки закончились. Теперь плавно переходим к тому, чем я уже давно пользуюсь. Вот такие баночки, бутылочки, флакончики, можно их по-разному называть, из-под лекарственных средств. Я их очень давно использую для хранения. Думаю, что не я одна такая, но если вдруг вы не знали, не думали, и у вас такого нет, то обратитесь к любому человеку, который работает в больнице, в поликлинике, и он вам с удовольствием принесет столько, сколько вам будет нужно. Сейчас показываю свою трехярусную коробку, шкатулку. Она очень удобная, во-первых, тем, что она прозрачная, ну а во-вторых, я здесь сохраняю, ну вот прям все, что мне нужно в работе с бусинами, с бисером. И именно вот так выглядит хранение в этих баночках. Мне удобно и красиво. Также моя цель избавиться от всех пакетиков. В этой шкатулочке вы видите есть секции, и лично я для себя, для удобства сделала так, что вот, например, в этой секции все красного цвета. Здесь и бисер, и бусины разного оттенка и разного, конечно же, диаметра. Такой способ хранения вот по цветам мне ближе всего, потому что чаще всего я делаю именно такие работы, когда беру конкретно один цвет разных оттенков. И моя цель избавиться от пакетиков, которые я в свое время даже покупала и периодически, когда они желтели, меняла. Ну все, сейчас я уже вообще не хочу этих пакетиков и максимально хочу уйти либо же вот в такие баночки, бутылочки, ну, либо вот в такие органайзеры, то есть в таких маленьких пластиковых коробочках тоже удобно сохранять. И вот как раз-таки показываю, для чего покупала эту леечку. Я была почему-то уверена, что бисер будет проходить вообще удобно. Но вы видите, да? Ну, то есть не очень-то удобно. Может быть, потому что сразу много, хотя, ну, вы видите, количество не так уж и много. Ну, такое, знаете, может быть, стоит вот так прям срезать. Хотя не знаю, в общем, неважно. Важно сейчас, что я хочу вот тот органайзер попробовать. Ну, я на момент озвучки видео, конечно же, уже его попробовала, испробовала. И сразу скажу, я очень-очень довольна. Можно сохранять эти кубики прямо в этом органайзере, но я буду выкладывать в свои ячейки, в свой трехэтажный сундучок. Так, что еще вам показать? Вот второй ярус, второй этаж. Да, вот эти очень удобные коробочки, они между собой вот так а, собираются. У меня есть голубая, тут вверху крышечка, а далее они между собой все на резьбе. Какая ячейка нужна, вот так откручиваешь, и там есть бисер. Но вот эти прозрачные совсем мне намного удобнее. Вот смотрите. Ну и в любой момент можно, вот как я, да, отсоединила, и мне пользуюсь только тремя. Стразовая лента. Ой, это тоже очень давно я заказала их. У меня их 3 катушки, сейчас покажу. Очень давно, опять же, заказала с китайского сайта. И мне парадоксально, ну или не парадоксально, но 3 катушки вышли не намного дороже, нежели бы если бы я купила буквально по несколько метров этой стразовой ленты. Ну, в тот момент она мне была нужна, поэтому я решила заказать бобинками. Периодически ними пользуюсь, они прекрасного качества. И даже вот те серебристые, они не потемнели, хотя они у меня уже, ну так, больше 5 лет, это точно. Вот такие шнуры, опять же, все вы видите, они у меня в пакетиках, от которых я хочу избавляться. Понемногу, потихоньку, не так, чтобы прям там сразу. Что-то у меня вот прям
Монпассиеты я там уже покупала, так и хранится. Какие-то образцы вот это я делала из, точнее не из, а это ручное качество, пробовала. Ну, в общем, как-то так. Сказать, что у меня здесь порядок, ну нет. Но сказать, что у меня тут совсем бордель, тоже нет, за счет того, что оно все вот так в одном месте и мне удобно. Тут первый этаж, да. Здесь пайетки. Они разные. Есть просто классические круглые. Вот есть эти вообще, я не знаю, сколько им лет. Это я их еще с детства помню. Прям вот со школы. Вот такие листики. Это современные. Ну, в общем, здесь такая сборная солянка. Вот это, как это называется, осколки натуральных камней или как-то так. Это какие-то были бусы старые, я их уже... Вот, смотрите, очень красиво, хотя в пакете, пакетик уже такой, знаете, не новенький, и они выглядят вообще не очень. Вот именно поэтому я не хочу, ну, продолжение хранения в этих пакетах. Со временем они желтеют, они становятся матовые, да и, ну, плодить эти горы мусора пластикового не хочу. Поэтому заменю со временем, не сразу, постепенно, ну вот как-то так. Сейчас я это все убираю и буду заниматься бисером. Опять же, я сначала думала, что я в этот органайзер, который новенький пластиковый, я просто пересыплю, например, там красный и черный. Или красный, или там черный и белый. Ну, какие-то цвета, неважно. Но у меня есть такое, что вот, например, тут ячейка, все черное. И вот есть такое, что какого-то бисера прям много. А я, как вы видите, не подписываю там номер такой-то или номер такой-то. Мне это не нужно, мне это ни к чему. И я не вышиваю картины, и там не вяжу какие-то изделия, чтобы там что-то повторять. И в основном это у меня украшения, подвесы. Но для тех, кто подписан на мой канал, те видели мои работы. Их не так много на канале, но принцип вы уже, кто видел, тот понимает. И поэтому вот сложно, я ж, ну, вот вы видите сейчас, да, на столе вот целый огромный пакет белого бисера. Ну, это мне пересыпать все ячейки займут. Ну, то есть для большого бисера я позже просто закажу больше таких ам, органайзеров. Ну, больше я имею в виду по размеру. На этом этапе видео я ускорила, ну, потому что здесь, в принципе, уже показывать нечего. Но также я еще хотела ответить на очень часто задаваемый вопрос в последние несколько месяцев. Значит, примерно, ну, то есть образно говоря, он звучит так. Куда делать шитье? Почему на канале вдруг появилось вязание, вышивка? Вы что, не будете больше шить? Ну и что-то все вокруг этого и в этом плане. Отвечаю, шить я буду. Канал. Дело в том, что я не вдруг стала вязать и вышивать. Я всегда шила, вязала, вышивала. Иногда пробовала разные другие техники рукоделия. И у меня был для этого второй канал. Для, ну, такого, я это разделила как бы отдельно на шитье и отдельно на рукоделие. Там на том канале было и вязание, и вышивка, и расшивка. Ну, в общем, там такое больше рукоделие, к которому не нужна там швейная машинка, какое-то оборудование. Ну, в общем. И так как в тот канал я закрываю, и это я говорю в каждом видео рукодельном, что это старое видео, я его перемонтировала. Но люди не досматривают до конца. Понятно, что, например, те, кто смотрит шитье, и тут вдруг на канале выходит там вязание или рукоделие, ну, в плане не рукоделие, а вышивка, то они в недоумении, и до конца видео, ну, мало кто досматривает. Но вдруг вы будете это видео смотреть и все-таки услышите меня, что это старое видео, и я не испортилась, и я не поменялась. Автор канала, моего именного канала, не поменялся, потому что тоже пишут:
Боже, была прекрасная рукодельница, шила. Теперь какая-то не пойми кто. Ой, я не знаю, люди, кто вы, люди? Вы вообще люди? В общем, да. Минутка юмора к концу этого прекрасного, замечательного видео. И, кстати, вот сейчас вы видите на экранах, что я раскладываю бисер в эти пластиковые ячейки, я складываю в коробочку. Но нет, я уже сказала, что я их по цветам, вот как они были в пакетиках, также только они будут в этих коробочках. Очень удобно, я однозначно, если будут по количеству их больше, я закажу. И также по размеру. Мне прям очень понравилось. И что самое еще удобное, да, то, что когда я вытянула вот эти все пластиковые кубики, то у меня остался, получается, еще один органайзер. Ну, это удобно. И также я еще подумала о том, что когда, например, беру проект, можно в этот органайзер, то есть без кубиков, да, просто складывать этот проект. И очень люблю прозрачность. Ну, с одной стороны, да, когда вот, например, ну, шкаф прозрачный или полка там совсем прозрачная, нет. А вот, например, что касается хранения ткани, у меня пластиковые прозрачные боксы, и это удобно. Хотя один у меня есть такой м, матовый, и он непрозрачный. И вот я вечно забываю, что там. Поэтому вот с точки зрения хранения я бы вот прям за прозрачность. Удобно. Кстати, а как вам? Напишите. У меня из швейных планов в ближайшее время мне нужен очередной короб, ну вот прям нужен. Но я не знаю, будет ли он какой-то, ну, в плане там новый, в полотна или формы, или тот, который уже есть на канале мастер-классы, не знаю. Но если будет что-то новенькое, обязательно покажу, расскажу и увидите новое видео. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если есть какие-то вопросы, всегда пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.